Здравствуйте! После некоторого перерыва с вами снова рубрика «Вопросы и ответы». Рубрика, в которой я расскажу все, что захочу, ну и потом кому-то из вас погадаю на картах. Ваши вопросы картам и мне вы прислали в прошлую программу. Надеюсь, что за 3 недели моих каникул эти вопросы актуальности для вас не утратили. Тема программы сегодня есть основная, это самореализация. Потом мы разберем домашние задания, помните, история про Леночку. И, естественно, гвоздь программы – это гадание. Я вместе с картами буду отвечать на ваши вопросы. Вот послушайте, Анаэль пишет, это буквально крик вопиющего в пустыне. Кто-то определенно узнает себя в этом тексте. До сих пор не смогла найти себя, свое место и дело в жизни. В сфере полученного музыкального образования реализовать себя не получилось. Раньше казалось, все, что могу, преподавать детям. Позже поняла, что я child-free и что работа с детьми для меня мучение. Учебу в вузе не осилила, хобби как такового не имею, друзей всех растеряла, семьей, мужем так и не обзавелась, здесь не теряю надежды. Спросите, пожалуйста, у карт, может, они подскажут мое жизненное предназначение, призвание, где оно затерялось. Анаэль, к сожалению, я не знаю настоящего имени, а может быть, это настоящее имя зрительницы. Я сделала для вас натальную карту, вы прислали полные данные рождения, натальная карта передо мной, я вам про нее расскажу. Но решила ваш комментарий и затронутую тему сделать хедлайнером, то есть ведущей темой сегодня программы. Тема касается всех, потому что все люди, более или менее мыслящие, современные, пытаются самореализоваться. И на эту тему у меня несколько тезисов. Но прежде цитата Сергея Довлатова. Вообще цитаты Сергея Довлатова существуют на любую тему, везде применимо. Итак, двоеточие. Человек привык себя спрашивать, кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант. А надо бы все время себя спрашивать, не говно ли я? Понимаете, вот на самом деле, да, не такое значение большое имеет, насколько вы состоялись в карьере, в работе, в профессии, вообще в социуме, может быть, даже в личной жизни. Не такое большое значение. Я все-таки думаю, что намного важнее это какая-то нравственная, духовная составляющая в человеке. То есть насколько человек, не это самое, да, или это самое. Поэтому не плачьте над собой, над своей пока еще не совсем потраченной судьбой, вам совсем очень мало лет, да? Потому что самое главное в жизни – это не быть откровенно плохим человеком. Все остальное, карьера, состоятельность, самореализация, все это приложится, и все это очень-очень поправимо. На тему самореализации. Во-первых, похвально, да, хорошо, что вы об этом думаете, и вообще хорошо для всех, кто к этому стремится. Хочу заметить, что на Земле сейчас, все время забываю, 8 или 7 миллиардов людей проживают. И 90% из них, конечно же, о самореализации никакой никогда не слышали и никогда не задумывались, понимаете, да? То есть эти люди очень эффективно жизнь проживают от гастронома до унитаза, и этим абсолютно счастливы. Кроме того, представьте, что есть ведь страны третьего мира, малоразвитые, где-то в Центральной Азии, в Африке, где люди озабочены каждый день только лишь выживанием. Если ты нашел воду и еду сегодня, на сегодняшний день, а если еще и успел за свою коротенькую жизнь размножиться, то все, ты состоялся. А это у нас начинаются ведь от сытости, эти искания, да, надстроечные, то есть когда у нас базовые потребности очень удовлетворены, у нас есть теплые чудесные дома, мы всегда ходим сытые, не голодаем, да? Нас уже тянет на излишество, а хотелось бы самореализоваться, хотелось бы из себя таланты подоставать. Надо понимать, что очень многих, то есть подавляющее большинство людей, которые живут и особенно жили прежде на Земле, судьба вообще этой темой полностью обошла. Представьте, наши предки
Ну, даже, допустим, женщины еще 100 или 150 лет назад вообще не работали, даже в цивилизованных странах, в Европе, в Америке, да, то есть не предполагалось никакая ни избирательных прав, ни какой карьеры, никакой профессии, да. Вот, и что? Разве не было тогда счастливых женщин, реализованных, как мы говорим? Потому что я хочу ставить действительно знак равенства между самореализацией и счастьем, и это действительно так. Ну, конечно, были счастливые, были реализованы, ни о чем другом не думали. Вот. А когда-то общество человеческое не состояло из семей. Я всем рекомендую на эту тему озаботиться с разными научными трудами. Это очень много в современной жизни, особенно семейной, какой-то парной, любовной даже жизни становится понятно после, когда почитаешь Энгельса, да? То есть большую часть времени люди жили стадом, племенами жили, и они не распределяли на одного мужчину, одну конкретную женщину, да? То есть у них они тоже были освобождены от вот этих переживаний. Ой, я не нашла себе мужа. Нашла утром одного мужа, и к вечеру другого нашла и так далее. Вот так вот жили. То есть я хочу сказать, что проблемы самореализации, вот эти вот позиции, которые вы сейчас заявляете, да, это получается у вас, вы написали профессия, учеба, хобби, друзья, семья, да. Нужно понимать, что это все очень временно и ситуативно, это характерно, ну понятно, для нашего вида, для нашего времени, для нашего общества, для нашей страны, потому что я уверена, что для людей, которые сильно от нас отличаются, например, для японцев, даже современных японцев, вот эта программа самореализации выглядит как-то совершенно иначе. А может, у них даже нет такого слова, я не удивлюсь этому. Вот. Человек, людей нереализованных, безусловно, очень-очень много. Вот. Самореализация, что такое? Почему о ней можно говорить бесконечно много или не говорить совсем? Мне представляется, что самореализация для любого человека, независимо от пола, возраста, социального состояния, психологического статуса, это дело очень интимное, очень частное, какое-то вот такое очень избирательное и оригинальное. То есть люди реализуются кто в чем. Вы знаете, да, примеров масса. Самое простое, да, это профессия, дело. Кто-то в личной жизни, кто-то в семье, кто-то в выращивании детей. Но на самом деле вот таких вот более узенькие ниши существуют для самореализации. Они очень-очень разные. Но опять же, для того, чтобы реализоваться, я имею в виду для того, чтобы быть счастливым. Да? Мы предполагаем, что самореализация нужна для счастья, для изобильной такой вот избыточной какой-то жизни. Вот, поэтому здесь какие-то общие советы мы сегодня, конечно, погадаем для Анаэль, и я расскажу про натальную карту, все достаточно кратко, ну, основной. Но хочу сказать, что раздавать вообще советы на тему самореализации дело какому-то человеку, дело очень-очень неблагодарное. Даже для любого самого продвинутого, серьезного, высокооплачиваемого психолога, мне кажется, это очень рискованно, кому-то помогать самореализоваться, потому что она везде и нигде самореализация. Это вот та самая вещь, про которую все слышали, которую все ищут, и никто не видел и не потрогал руками. В конце концов, вы можете сегодня ощущать себя абсолютно нереализованной, даже впасть из-за этого в депрессию, а завтра при прочих равных, когда ничего абсолютно не изменится, допустим, у вас просто гормональный фон, мозги будут по-другому работать. И вы скажете: о, а я еще неплохо реализовалась на фоне, например, там кого-то из моих одноклассниц. Поэтому все это очень-очень так, знаете, хрупкенько, относительно и очень нежно, очень аккуратно. Я советы тут особо вот от себя давать, наверное, раздавать не буду. Кстати, массу примеров какой-то необычной самореализации я знаю. Вот. И, например, одна моя знакомая, вот представьте, реализовалась в спорте, в фитнесе. Да. Вдруг стала ходить на спорт, заниматься собой и с упоением вот все время отдавала этому фитнесу и наблюдала, как меняется ее тело. Была этим абсолютно счастлива. Ни о чем другом не знать не хотела, не говорить, и ничем другим не хотела заниматься. И у нее в это время
рушился бизнес довольно крупный, доставшийся по наследству. У нее в это время спивался муж, там были еще какие-то проблемы, но она абсолютно все время проводила в спортзале. И была счастлива, и она нашла себя, ну, вот никогда не знаешь, где ты реализуешься. Да, профессии у нее тоже не было никакой. И далее, про самореализацию еще хочу сказать. Вещь эта насколько интимная, такая тонкая, специфическая для каждого, настолько же она очень индивидуальная. Знаете, как мы вот как рождаемся поодиночке, и умираем тоже поодиночке, да? То есть даже у великой Елизаветы II, недавно не безвременно почившей, не получилось с ее любимым, безусловно, мужем в один день умереть. Вот. Поэтому надо понимать, что и самореализуемся мы тоже исключительно самостоятельно, по индивидуальной программе, в индивидуальном заезде. Реализоваться парой тоже ни у кого еще не получилось. Это вот сноска для всех девушек, которые ждут семью, ждут личное счастье, хотят встретить свою, ну как бы вторую половинку, и не ищут счастья только лишь для себя, не ищут реализации. Вот это вот совершенно провальный путь, потому что в паре никто не реализовался. Вот поверьте, это невозможно. Люди могут друг другу помогать, находясь в браке. Вот много известных историй, например, когда женились, в советские времена я много таких знаю, да? Вот. Когда женились режиссер и актриса, да, и они друг другу помогали. Она снималась у него в фильмах, сама прославлялась, при этом прославляла его, но они встретились уже реализованными, они встретились уже, когда он был режиссером, а она была актрисой, поверьте, то есть другого сценария здесь нет. Поэтому, если жаждете самореализации, отложите личную жизнь на потом. В конце концов, это же даже нечестно по отношению к вашему предполагаемому, ожидаемому будущему принцу, да? Если вы живете и несчастно при этом, вот, не реализовались, но зато, говорите так, ну зато уж когда я тебя встречу, мой беглый принц, я уж об тебя так реализуюсь. На самом деле это часто происходит такое, что женщина самостоятельно не реализуется, а потом из мужчины, из его судьбы, работы, бизнеса, профессии, у нас, кстати, есть сегодня комментарий один такой тематический, начинает что-то лепить, то есть самоутверждаться вот за этот счет. Тоже частая история, ничего хорошего из этого не получается. Вот. И поэтому постарайтесь, да, счастливый союз, счастливая пара – это всегда союз двух счастливых по отдельности человечков. Если двое несчастных встречаются, тоже, кстати, часто бывает, но это просто неправильно, это плохо заканчивается, да, это жертва и абьюзер, которые на просторах мира, на просторах интернета, например, друг друга искали и встречаются, ну, понятно, что это правильный путь для обоих. Вот. Одна из тем программы сегодня, такая подтема, но я ее вынесла в заголовок. Почему вы не захотите находиться в длительных отношениях? Это тоже про самореализацию, а опять же про эту индивидуальность самореализации. Вот представьте себе, как бы вам не хотелось объединиться в такую крепкую ячейку, семью, объединиться душами, слиться телами с каким-то человеком. Вот представьте, что самореализоваться и находить источники для разных ресурсов, в частности для счастья, вам все равно придется только самостоятельно, в одиночку. Понимаете, да? То есть вы будете жить с одним и тем же, с каким-то еще одним, там, допустим, человеком, проводить с ним 24 часа в сутки, например, можете там и работать вместе, и спать вместе и так далее. Но путь к счастью все равно у вас будет только свой. Лестницу в небеса ты выбираешь сам. В какой-то песне пелось об этом. Второй человек с этим делом не поможет. Почему вы не захотите находиться в длительных отношениях? Вот почитайте комментарии. Все пишут, когда уже я встречу мужчину для постоянных и очень долгих отношений. А я, естественно, задаю вопрос, а зачем вам именно долгие отношения? Вот расскажите, правда, зачем вам долгие отношения? Счастливые понимаю, веселые понимаю, выгодные понимаю, но долгие-то они зачем? Почему вы не захотите? А я вам скажу, потому что, к сожалению, это путь очень деформирующий. Когда два человека, вот представьте, два человека объединяются в пару, в семью, и
из них, естественно, каждый реализуется, стремится к какой-то своей реализации. Естественно, я говорю только о людях, ну, как бы с интеллектом, там, не знаю, с моралью, с какими-то помыслами высшими, да. Вот. Каждый реализуется. И очень сложно, представляете, это сколько атомов во Вселенной должны сложиться вот в идеальную мозаику, чтобы эти люди реализовались, росли синхронно, одинаково, параллельно, да? Но это же очень сложно. То есть мы понимаем, что когда два человека встретились и поняли, что они могут быть вместе, это уже чудо. А когда они 10, 20, 30, 40 даже бывает лет, очень одинаково, вот так вот поровну развиваются, это вообще абсолютное чудо. И я вам должна сказать, что это чудо случается крайне редко. Очень редко. Намного реже, чем кто-то проживает в браке 40, 50 и 60 лет. Вот. А как происходит чаще? И почему вы этого не захотите? Почему вам не нужны сильно долгие отношения? Я расскажу. Чаще всего, к сожалению, вот эта долгая совместная жизнь, снаружи очень счастливая, да, которая кажется бабушка рядышком с дедушкой, там столько лет вместе, да, она требует очень большой жертвы, как минимум от одного из участников. Один, допустим, наслаждается, а другой полностью жертвует. И чем он жертвует, как вы думаете? Ну, конечно, своей вот этой самореализацией. Человек полностью растрачивает свою личность, прощается с мечтами, отказывается от себя настоящего. Но зато таким образом поддерживается партнерство. Если бы он выбрал самореализацию, этот человек, то эта пара бы распалась, потому что они бы стали слишком разные, у них бы вот так вот разошлись сильно дорожки. Да? И так тоже часто бывает, когда там кто-то, мужчина или женщина, сильно развивается, находит свое счастье, находит свою жизненную дорогу, партнер отстает. Вот. И тоже приходится расставаться, куда деваться и так далее. Поэтому я всегда с очень большим скепсисом отношусь вот к этой истории, когда, знаете, где-нибудь говорят, бабушка с дедушкой, вот они 50 лет прожили душу в душу, душа в душу. А вы спросили бабушку, чего это ей стоило? Может, она балериной мечтала стать, а вместо этого носки штопает всю жизнь? Может, она... Сердце у нее рвется, может, она и в экземе вся, именно от того, что она глубоко-глубоко несчастлива. Или дедушку спросите, что он в молодости стихи отлично писал, а потом стал дачу копать и носить за женой морковку. Просто, потому что иначе бы пришлось разойтись, расстаться и так далее. Вот. В долгих отношениях, поверьте, в долгих отношениях почти всегда закопана очень-очень сильная, серьезная драма, как минимум одного человека. Вот поэтому вы их и не захотите, много раз подумайте, прежде чем просить Вселенную, дайте мне долгих отношений, дайте мне какого-нибудь мужичка, с которым я могу прожить до пенсии или вообще до конца жизни и умереть с ним в один день. Подумайте об этом, потому что вы можете шагнуть в некую такую пропасть, впрочем. И последнее, что я хочу сказать про самореализацию, но здесь узко для, конечно же, Анаэль, профессионально. Я так поняла, что на первом месте у вас вопрос о профессиональной реализации. Вам не нравится музыкальное образование, уж не знаю почему, музыка чистенькая, интеллигентная профессия, всем бы такую, да? Вот. Есть, значит, два универсальных совета. Это даже, знаете, изобретение не мое, это я когда-то давно прочитал. Если не знаете, чем заняться, ступайте к самому дальнему к серванту из самого дальнего ящика, достаньте такую бумажечку, которая вот называется ваш диплом. Диплом об образовании. И читайте. Вот там есть такая строка, квалификация. Да? Написано юрист, ступайте юристом работать. Написано учитель, ступайте учителем и так далее. Понимаете, да? То есть это вот такое очень простое решение проблемы, когда не знаете, куда пойти. Второе. Я заметила, и вы тоже прекрасно знаете, да, что о самореализации чаще тоскуют люди, которым просто буквально не хватает денег. Вот. И тогда, может быть, проще Вселенной прямым текстом говорить: дай мне денег, ангелы, дайте мне денег. Потому что самореализация, мне кажется, вот это слово, да, оно какое-то сложное, многосоставное. И для Вселенной не совсем понятное, понимаете? А если вам нужны просто деньги, то
значит, просите денег. Не надо ничего ходить в сторону прямым текстом. Вообразите, что вот вы мечетесь в желании себя реализовать, и вдруг вам какой-то неизвестный доселе двоюродный дедушка, миллиардер из Швейцарии, оставляет громадное наследство. Да, у вас становится много денег. Скорее всего, вы отлично реализуетесь, тратя эти деньги, покупая недвижимость, яхты, поедая этих устриц в дорогих ресторанах и так далее. Вы про самореализацию, про профессию, там, про друзей, про что-то еще, скорее всего, забудете. Ну, все забудут, и я забуду, однозначно. Да? А уж личной жизни сколько у вас начнется при таком раскладе, вы даже не представляете себе. Вот. И отсюда второй выход, когда не знаете, чем заняться, кем работать, то есть основная проблема, да, профессиональная реализация, ступайте туда, где вы в своем городе при своих возможностях можете заработать максимальные деньги, самые большие. И это занятие, просто денежное, да, может, скорее всего, не будет совпадать с вашей мечтой, да. Может быть, вы сейчас самые большие деньги заработаете на кассе в пятерочке, например. Ну, вы сядьте, объективно посчитайте и идите туда, даже если вам это не нравится, потому что работа слишком нервная, да, с людьми. Вот. Но тем не менее, вот два способа. Поэтому это я говорю всем, кто вот мечется, чем заняться, какой бизнес, что. Когда нет у вас однозначно вот этого решения, ну, какого-то счастливого, интересного, оригинального, либо читайте диплом, идите по специальности, по большому счету не промахнетесь. Вот, потому что все-таки сил-то у вас откуда-то хватило этот вуз закончить и стать вот именно этим человеком, который в дипломе написан. Да? Вот. А второй вариант – просто ступайте зарабатывать. Потому что не надо много времени затрачивать на вот этот выбор, кем быть, там, кем работать. Нужно уже работать хоть кем-то, а там вывезет судьба. Да, и Анаэль для вас гадание. Задаю вопросы про ваше жизненное предназначение, призвание вот этим вот картам. Это Таро Висконти. Про натальную карту, про гороскоп рождения. Конечно, хочу сказать, гороскоп очень необычный, редкий. Жить с таким гороскопом достаточно трудно. Трудно найти себя, но зато если найдете, можете прославиться, реализоваться сверх меры, можете быть очень-очень уважаемой, нужной, счастливой. Что основное? Солнце в Водолее у вас, Меркурий в Козероге. Вот эта пара, вот такое сочетание Солнца с Меркурием, как у вас, называется гипертрофированный ум. Вы очень умны. Отсюда, кстати, и вот эти вот, может быть, кому-то кажущиеся лишними искания, поиски смысла собственного существования, поиски смысла жизни, гипертрофированный ум. Поэтому сделаем первый вывод, прям первый вывод для Анаэль сделаем. Работа, профессия нужна такая, которая очень сильно занимает голову. Культурная, интеллигентная, интеллектуальная, правильнее сказать. Сильно интеллектуальная, нагружать голову надо. Вот в чем дело. То есть с вашим гороскопом люди, ну, для примера, кем работают? Инженерами, как правило. Инженерами. Вообще вот эту вот профессию, эту специальность, все технические, освоить сложно, нужно иметь определенный склад ума, у вас вот он есть. Поэтому смотрите в эту сторону, во все места, где нужно думать головой. Образование у вас творческое, музыкальное, и гороскоп творческий, но только отчасти. Не такой. Почему не нравится вам работать вот музработником, там, музицировать в детском саду? Почему не нравится? Потому что основные жизненные, ну, знаете, ценности, какие-то потребности уводят в другую сторону, от чистого творчества. Вы Водолей по Солнцу, но вы не свободный художник. У вас в основном планеты, которые образуют характер, личность, судьбу, находятся в другом знаке, а именно в Козероге. У вас Луна в Козероге, Меркурий, Венера в Козероге, Сатурн, Уран, Нептун, все в Козероге. А это значит, что вы менее тяготите к творчеству, более к
удовлетворению честолюбивых потребностей, амбиций. И от этого тоже сложно реализоваться, потому что как будто бы хочется сразу оказаться на высокой должности, где-то на высоте, на высокой социальной ступенечке. Да? Вы очень честолюбивы, очень-очень-очень честолюбивы. И, кстати, вот с вашим музыкальным образованием, ну, не выбрасывать же его, да, не отказываться же от него окончательно, а карьеру делать можно. Ну, то есть с музыкой можно прославиться, музыкой можно привлечь внимание, там, не знаю, широких масс как-то к себе. А в целом нужна формальная карьера, нужно, чтобы как-то называлась ваша должность. И, опять же, если это продолжение музыкальной карьеры, то вам подойдет быть, ну, не просто, скажем, педагогом в музыкальной школе, а директором музыкальной школы. О, это будет для вас уже намного более удовлетворительнее. Вы честолюбивы. Вот из этого исходите, да? У вас хорошие мозги, очень-очень много честолюбия. А часто люди с подобными гороскопами работают, знаете, кем? Чиновниками. Чиновниками. То есть они идут учиться куда-то на факультеты госуправления и работают потом в мэриях, в префектурах, в различных думах, законодательных собраниях, вот, и так далее. Поэтому это вам тоже очень-очень подойдет, потому что есть исключительно стабильная психика, море самообладания, есть практичность, есть определенный напор, при этом идеализация, мечтательность, есть удивительная трогательная доброта, кстати, должна вам сказать, ну, которая идет вам часто во вред. Юпитер в раке у вас ретроградный, вы очень жалостливые, очень эмпатичные, сочувствующие. Хотя это очень точечно, опять же, проявляется не каждый день. Видите, сложный гороскоп, правда сложный. Асцендент Стрельцы. В вашем случае даже легче сказать, что не подходит, какие работы, профессии вам не подходят. Вот вам не подходят, например, работы вот такие простые, ну, знаете, с овеществленным результатом труда. Копать землю, сажать сад, строить дом, шить платья, печь торты, продавать хлеб, вот это вот все не подходит. Все, что касается земли и каких-то базовых человеческих потребностей, все, что, ну, вот это еда, это общепит, вообще просто производство, скажем, там, товаров народного потребления, вот туда не надо ходить. Вот это мучительно скучно, конечно же, для вас. А все остальное это чаще профессии, связанные с 11-м домом, да? То есть это места, где можно прославиться, где нужно выступать, где нужно своими идеями заражать и вдохновлять других людей. Вот это все ваше. Вот я бы советовала вам, глядя вашу натальную карту, попробовать себя вот либо депутатом стать, попробуйте депутатом стать. Ну, это может быть сложно, но дорогу осилит идущий. То есть вам нужно примкнуть к какой-нибудь политической организации, показать там себя, а там, глядишь, и все как нож в масло пойдет. Вот. В чистом виде творчества именно музыку я не рекомендую, это маловато будет для вас, вот, скучновато. То либо технические специальности. Кстати, вот модное сейчас все, что связано с IT, вам подойдет. Вы осилите, у вас такие мозги. Вот. Интересно еще, что, ну, логично, если все планеты в основном в одном знаке, то они в одном доме. В вашем случае Марс, Луна, Меркурий, Уран, Нептун, Сатурн, Венера, Солнце, все в одном доме, в первом, представляете? А в первом ничего и никого нет, только вы сами. То есть вот представьте, что у вас все жизненные задачи, все жизненные ценности собрались в вас, понимаете? Не где-то. Я бы даже сказала, что вам не надо работать, вам не нужны друзья, вам не нужна семья. Вы нужны сами себе. И действительно, талантов очень много, поэтому вы бежите естественно, в разные стороны, вас разрывает много способностей, много талантов. Вы, правда, очень много можете. Удивительно одаренный человек. По-разному одаренный человек. То есть, ну, ищите себя. Еще, кстати, могу дать такую подсказку. Такой активный первый дом, скорее всего, у вас талантов, способностей очень разных много. Много разных, понимаете, да?
Ну так бывает, есть же известное выражение, Чехова что ли, что талантливый человек, талантлив во всем. Вот. Еще такой небольшой советик, это вот от меня. Вы попробуйте не сильно выбирать. Выберите и то, и это, и пятое, десятое, вот по многу. Не надо, может быть, стремиться вот что-то одно выбрать. Охват большой. Музыка, пусть будет музыка. На что-то еще вас потянуло, там, на красоту, на моду, может быть, на писательство, на литературу, на артисткой стать и так далее. Вы старайтесь как можно больше вместить. Говорят, что в этом успех, секрет успеха суперуспешных людей, что они не особо выбирают, они на все соглашаются, все берут, и таким образом что-то у них получается. А вот такая история. Ну, гороскоп, понимаете, у вас такой, натальная карта, конечно, с одной стороны позавидовать, потому что талантливый человек и личность очень цельная вы на самом деле. А с другой стороны, искать себя действительно трудно, объективно трудно. Характер трудный, нелегкий характер, да? Может показаться, что Солнце Водолей, что вы и характер такой легкий водолейский, лояльный, снисходительный, нет. И Меркурий в Козероге у вас, Луна, Венера в Козероге. То есть вы не признаете авторитеты, упрямы до крайности, очень погружены в себя. Знаете, такой человек не слух. Про маленьких детей с таким вот характером, как у вас, говорят, не слух. А про взрослых, ну тоже так можно сказать, вы не слух. Поэтому под большим очень вопросом, вот, можно ли вам слушать кого-то, да, сложно найти учителя, потому что никто авторитетом не является для вас. А, кстати, карма в вашем гороскопе, северный лунный узел, находится во втором доме денежном, то есть карма ваша, деньги зарабатывать. Это тоже то, о чем я говорила. Ступайте туда, где можете заработать, а позже разберетесь. Но что скажут карты для Анаэль? И для всех, у кого подобные вопросы, или подобные проблемы, или подобный гороскоп. Раз, два, три. Знаете, карты говорят, что вы от вот вашей гармонии, от этой идеальной реализации, от этого своего счастья вы в шаге находитесь, буквально. То есть сейчас, немножко вчера, немножко впереди, полоса везения для вас. Перемены практически не то, что вас ждут на эту тему, а они уже происходят сейчас. Вспомните коротенькие поездки, совсем вроде бы небольшие, но веселые по какому-то легкому поводу. Или это поездки в хорошей какой-то достойной компании. Вот где-то там, в связи с этими поездками или где-то рядом с этими людьми, ждет вас блестящая самореализация. И на самом деле вы довольно гармоничный период в жизни переживаете. То есть, судя по картам, вы не заблудились абсолютно, как вот вы написали, не заблудились. Все идет своим чередом. Видите, карта мир, да, гармония. То есть это очень правильное течение событий. Но есть и вот девятка мечей, страхи. Все ваши страхи об упущенном времени, о том, что не получится уже реализоваться, абсолютно напрасные, и вы скоро в этом убедитесь. Вообще-то я должна сказать, что вы человек не трусливый, человек смелый. Но, вероятно, шаг к своему подлинному счастью в этом смысле сделать все-таки боитесь, как многие. Ольга Козак пишет. Поучительная история. Тут каждый в этой паре проходит свои жизненные уроки. По большому счету они не пара, это друзья. Им было просто весело вместе проводить время, и никто из них ничего другому не должен. Их не связывают никакие обязательства. Ольга, с вами полностью согласна. Следующий комментарий. Алла Муаева. Леночке, думать о себе, срочно спасать себя от другого эго. Не бойся быть неудобной и без ресурсов, никакой низкой самооценки, победы и воли. Такое мнение, да? Ирина Кандалинцева пишет. Неожиданно. Я такая же Леночка.
Спасибо огромное за эту историю. Пересмотрю свою историю и перепишу с другим развитием событий. Ну, Ирина, если это еще возможно переписать, то, конечно, перепишите. Мы за вас, мы вам вас поддерживаем с сочувствием. Дальше Хелена пишет: Леночку, конечно, немножко жаль, но совсем немножко. Что поделаешь, если человек идет делать бизнес, ничего не понимая в этом и полагаясь на партнера. Я, кстати, не услышала, что Стасик Леночку использовал. Я слышала только, что Леночка, не стесняясь, брала кредиты и весело тратила деньги. Это то, что называется жить непосредственно. Можно пофантазировать, что Леночка была все же взрослой девочкой и поняла урок и важность финансовой дисциплины. Но я почему-то не верю в такой вариант. Скорее всего, были обращения к Стасику с просьбой помочь с кредитами, и умный Стасик ей почти наверняка отказал. Или помог совсем минимально, и дружба их сошла на нет. И с Хеленой я тоже согласна. То есть так уж сложилось, что комментарии разные, но я согласна абсолютно. Я предполагаю, что все это закончилось именно этим, что есть дружба Леночки и Стасика закончилась ровно тогда, когда у Леночки закончились последние деньги. Вот. Далее Катерина Жмуть пишет: слушала рассказ о Леночке, и в душе была тревога и не покидала состояние опасности. Так хотела крикнуть: ну что же ты, Леночка, делаешь? Думается мне, что исход истории очень печален для нее. Стасик, скорее всего, оставил ее у разбитого корыта и навряд ли протянет ей руку помощи. Да и в голову ему это не придет, так как Леночка оказывала ему помощь и финансовую поддержку по собственному желанию, не задумываясь о будущем и не беспокоясь о страховке. Сам факт того, что между ними не было близких сексуальных отношений, меня ставит в тупик. Но нужно отдать должность Стасику, он в плюсе, а вот Леночку жаль. Ну, я тоже согласна, Стасик, конечно, молодец, а Леночку, безусловно, жаль. Наталья Горбова категорически заявляет, что Стасик молодец, а Леночка инфантилка. Тоже не поспоришь, да, потому что продавать квартиры, не глядя, чтобы развлекаться бизнесом, это, конечно, не взрослый подход. Далее. А вот Елена Шуваева совершенно противоположную точку зрения нам предлагает. Я верю в хорошее и доброе. Стас поступит как мужчина и решит все ситуации. Леночка же станет самой лучшей и любящей женой. И будут они жить долго и счастливо. И умрут в один день. Опять же, даже у королевы Елизаветы II, я думаю, она этого хотела, она мечтала об этом. Не получилось умереть с ее любимым мужем в один день. Но все-таки, вы знаете, вот я в такой исход, конечно, совсем-совсем не верю, но если бы так получилось, я была бы за Леночку, конечно, счастлива. Очень даже счастлива. Вам. И мы продолжаем. Мы с картами отвечаем на вопросы зрителей и подписчиков. По телевизору почти что в прямом эфире показывают траурную церемонию прощания с Елизаветой II. Мне достаточно грустно. А пока я записывала для вас первую часть программы, у меня сгорело обещавшее быть великолепным яблочное варенье. Вот так вот некоторые реализуются посредством варки варенья. Олга пишет: очень интересное письмо, знаете, интересная ситуация, очень такая содержательная. Письмо как сюжет для какого-нибудь сериала, по крайней мере, одна из сюжетных линий, может так выглядеть. Всегда смотрю расклады на месяц, совпадает и нравится, спасибо. Хочу спросить про совместимость знаков близнецы, это наша зрительница Олга. Со Стрельцом ревнует к мужу, с которым у меня почти формальные отношения для выгоды. Хочет, чтобы я развелась, но у самого ни кола, ни двора, как говорится, еще и работать не хочет. Классика жанра, да, вот абсолютно такой популярный, распространенный стрельцовский портрет.
Никола ни двора не хочет работать. Почему он не понимает, что такое встречание выгодно обоим? А если разведусь, то бытовуха и финансовые проблемы всю любовь сожрут. Вопрос: как мне поступить с этими отношениями? Бороться за них или бросить его? Когда звонит, боюсь его обидеть и отвечаю взаимностью. Но в последнее время часто ссоримся, постоянные упреки, обвинения с его стороны, хотя я все свободное время трачу на него, а он этого не ценит. Знаете, Ольга, я понимаю так, что зрительницу зовут Ольга, вы так живо, лаконично и очень емко описали портрет классического мужчины-стрельца, что мне тут вот не добавить, не убавить. Действительно, некоторая асоциальность во многих присутствует, то есть такой вот протест общепринятым нормам поведенческим, да, там, не работать, никому не подчиняться, плыть против течения. Вечно протестное вот такое вот поведение. Ну, причины могут быть разные, в основном это из-за идеализации, которую любого стрельца, любого пола постоянно донимают. Далее, опять же, мой комментарий для Ольги. Вы очень правильно поступаете, что не соглашаетесь развестись. Ну, действительно, нелогично бросать богатого мужа и уходить к бедному любовнику. Нет. Истинные леди так не поступают, не делают. Вот. И самое главное, что, вы знаете, вот у стрельцов, я сейчас беру, конечно, может быть, не всех стрельцов и по большей части мужчин, напрочь отсутствует чувство ответственности, комплекс вины. Поэтому увлечь стрелец вас может хоть куда. Бросай мужа, разведись, пошли со мной на край света. Вот. А вот когда у вас ничего не получится, и вы зайдете, его послушаете, да, зайдете вместе в какой-то абсолютный жизненный тупик, вы не сможете предъявить этому стрельцу претензии. Куда же ты меня завел? Куда ты завел нас, Сусанин, герой? Вот. Вернее, предъявить вы ему можете, но он, скорее всего, пропустит мимо ушей, даже вас не поймет и никак не отреагирует. Почему? Опять же, винить его в этом нельзя, потому что стрельцы, собственно, все на Землю и приходят с одной единственной задачей: от звезд, от космоса кого-то куда-то повести, одного конкретного человека или группу людей. Помните Горького? Данка, да? Вот типичный стрелец. Ведет толпу народу непонятно куда. Да, сам тратится, там достает из груди свое сердце, но куда этот народ дойдет? Дойдет ли? Посредством каких потерь? Что в результате получит? Это Данка не интересует. То есть он хорош на вот этом этапе завести толпу и куда-то повести. Указать звезду, указать какой-то путь. Дойдешь ты этим путем или не дойдешь, надо тебе или нет. Стрельца вот это как раз совершенно не интересует. Поэтому не случайно стрельцы прирожденные учителя. Учитель несет свет, дает знания и указывает, ну, примерно какие-то жизненные ориентиры. А дальше себя ответственность полностью складывает. Да? Ты уже полностью под свою ответственность этим указанным путем идешь. Кстати, в этой связи вот у вас еще все достаточно невинно, да, получается, что вы близнецы, он стрелец. Эта пара, в сущности, в теории астрологической так и называется: учитель и ученик. Вы неизбежно друг для друга являетесь кто-то учителем, кто-то учеником, меняетесь местами, и, в общем, все нормально. А в целом же общение со стрельцами особенно, ну, скажем, опасное или тупиковое бывает для земных людей, особенно для тельцов и дев, которые наживают проблемы, когда вот слушают эти обещания или призывы, лозунги, воззвания, какие-то приглашения стрельцовские, потому что потом действительно непонятно, кто будет разгребать проблемы, вернее, понятно, телец или дева будут разгребать. Стрелец, куда бы он вас ни повел, каким бы убедительным он ни был на начальном этапе, в какой-то момент непременно испарится. Вот. Поэтому, да, Ольга, мы вас поддерживаем и понимаем, вы абсолютно правы, вот это ваш подход, вот эта ваша концепция, все очень верно, оправдано. Ну, посмотрим, что скажут карты. Что-то еще я хотела сказать.
Когда звонит, боюсь его обидеть. Не бойтесь, не бойтесь. Стрельца обидеть нельзя, понимаете? Это настолько стрельцы самодостаточные люди, имеющие очень доверительные отношения сами с собой. Они и обижают себя тоже сами, и прощают себя тоже сами. А снаружи к ним подобраться вот с обидами, например, очень-очень сложно. Поэтому не бойтесь, как раз вот это, тут вы не рискуете. Если бы там у вас жених рак был какой-нибудь или лев, тогда это было бы оправданно. Боитесь обидеть. Это хрупкие люди, с ними нужно аккуратно обращаться. Стрельцы не хрупкие люди, какими бы они ни казались. От внешнего воздействия они своими гороскопами очень сильно защищены. Те самые необидчивые люди. Кстати, на моем канале, по-моему, есть какая-то старая программа именно с таким названием. Необидчивые люди. Поэтому вот так. Про совместимость знаков Близнецы и Стрелец я сказала. Если у кого-то тоже такая пара. Пара это неплохая, но надо понимать, что это как раз тот случай, когда вы проходите уроки. Буквально ощущаете себя в классной комнате. Один учит, другой учится. Конечно, потом можно поменяться местами. Вот. Но это все стрелец-учитель, понимаете? Всегда, когда вы на жизненном пути стрельца встречаете, неважно, это подруга у вас стрелец или жених такой попался, надо понимать, что он любит учить и, наверное, чему-то научит. Все зависит от того, насколько эти уроки вам нужны, насколько вы их правильно усвоите. Про себя могу сказать, что я исключительно люблю общаться со стрельцами. Я вижу всегда прогресс, я всегда вижу вот это нестандартное мышление и очень оригинальную энергетику от них. Для меня стрельцы как звезды, которые ведут, и я с удовольствием следую, потому что я понимаю, что стрелец все-таки никому ничего не должен, и все разгребать я буду сама. При таком подходе стрельцы хороши. При любом другом, конечно, это путь такой вот в никуда. Ну а мы спрашиваем карты Таро Висконти. Так оказалось, что у меня именно эта колода в руках. Вопрос, как поступить Ольге вот с этими отношениями, то есть с этим стрельцом. Только совет, 3 карты, совет для вас: бороться или бросить. Лаконичный, четкий, правильный ответ. Карты достаточно крупные вам выпадают. И вы знаете, карты про любовь. Вот вы как раз про это ничего не сказали. Там вот это вот люблю, не люблю, любят, не любят. А карты настаивают на чувствах, они говорят, что даже я вам покажу, вот туз кубков выпадает, понимаете? Самая главная карта про любовь в колоде Таро. То есть, как бы там ни было, между вами действительно любовь, по крайней мере для вас, мы гадаем же вам, для вас это действительно большие чувства, и так легко бросить его не получится, хотя бы потому что, знаете, Вселенная ведь очень наказывает нас, когда мы бросаем любовь, когда мы отталкиваем такой редкий подарок от нее. Вот. Поэтому более обратите внимание вот на романтическую, на любовную составляющую. Карты говорят, что много тайн, ну, откровенного даже вранья между вами, потому что, видите, и 7 мечей здесь выпадает, неискренность, лицемерие, и карта Луна. Это буквально иногда серьезные, болезненные или даже опасные тайны. Но это любовь. Любовь тайная, она и так тайная, да, потому что вы замужем. Но, скорее всего, есть тайная информация, еще какая-то и другая. Но, тем не менее, карты крупные. Здесь нет призыва бросать вашего стрельца, и здесь нет призыва для вас бороться за эти отношения. Видите ли, бросить или бороться – это же 2 полюса, а между ними еще есть разные промежуточные моменты, да, стадии. Скорее всего, вам не нужно делать ни того, ни другого. Бороться, там, на амбразуру бросаться тоже не нужно, но и убегать чувства. Проживайте эту любовь. Возможно, он учитель именно вот
ну, такой для вас романтический. Стрельцы ведь очень привлекательный мужчина, обаятельный, по-настоящему мужественный, по-настоящему романтичный. И вот умение любить, дремлющее, женщина может раскрыть именно через Стрельца, мне кажется, в большей мере. Поэтому пусть это будет роман, конечно, ни о каком браке и вашем разводе речь здесь не идет. Но будьте осторожны, внимательны с тайнами, с тайной какой-то информацией. Вероятно, там загадок много, даже больше, чем вы предполагаете. Вот. Доверьтесь судьбе, плывите, доверяйтесь чувствам, да, слушайте интуицию вашу. И, в общем, пусть все будет, как будет. Вот и все. Но борьбы я не вижу здесь, чтобы, допустим, вам там нужно было какую-то конкуренцию преодолевать. Нет, пожалуй, что... Ну, переживайте этот роман. Вот просто переживайте этот роман. Яркий, глубокий. Пусть все будет как есть сейчас, в общем. Никаких резких движений не надо. А тайны в свое время обнажаться, вот эти вот. И, естественно, тогда уже будет, ну, будут у вас другие вопросы и другие выходы для вас. Тогда напишите снова в рубрику «Вопросы-ответы». Я надеюсь, что она тогда еще будет у нас существовать. Далее. Дикий незнакомец пишет: хочу задать банальный вопрос, есть ли вероятность устроить личную жизнь до конца этого года. Мои данные 2.10.82. Вот представляете, дикий незнакомец абсолютно у нас обошелся без признаков пола. Мы не можем понять, мужчина это или женщина, да? То есть с одинаковым успехом это может быть кто угодно, да? Поэтому, ну, для нас, может быть, и для карты это невероятно. Так, до конца этого года осталось сколько? 4 месяца, меньше 4 месяцев. Ну, посмотрим, какой для дикого незнакомца будет прогноз. Кстати, если у вас похожий вопрос, тоже хотите такими экстремальными, срочными темпами устроить личную жизнь до конца года, ну, чтобы Новый год хотя бы в одиночестве не встречать, да, я вас в принципе понимаю, то можете задать этот вопрос, карты ответят вам также. То есть вот это персональное гадание для дикого незнакомца окажется у нас немножко и общим тоже. Особенно если вы, вот, например, тоже весы, почему бы и нет, да? Итак, 3 карты для дикого незнакомца. Раз. Что такое? Да. 3. Не крупные карты, то есть вряд ли что-то большое, судьбоносное произойдет в плане личной жизни. Однако карты неплохие, много обещающие. Вас действительно ждут перемены в личной жизни. Скорее всего, претендентов быть рядом с вами окажется несколько. Встретите вы, это может быть 2 человека, это 3 человека одновременно. Да? Здесь нет одного конкретного портрета. То есть, знаете, вот свою вторую половину, ну, в каком-то таком высоком глобальном смысле вы вряд ли встретите, будете пользоваться успехом, популярностью, будете ходить на свидания. Встречи и знакомства случаются либо в очень привычной обстановке, ну, знаете, в каком-то дружеском застолье, например, либо это встречи будут в дороге, но дорога нужна дальняя. Вот если вы куда-то планируете до конца года поехать, уехать, съездить, то рассчитывайте на дорожные какие-то романы, да, может, курортные даже романы. Вот. Получится что-то из... То, что начнется что-то, это точно. По крайней мере, это может быть полулюбовь, полудружба, но тем не менее интересно. Получится или нет, сложно сказать, потому что увлечет ли вас это, захотите ли вы пойти вот с этими людьми или с кем-то из этих людей дальше, или пойти до конца. Поэтому как хотите, можете услышать здесь ответ «нет», да, а можете услышать ответ «да». Но карты действительно такие вот живые, я бы сказала, то есть не отдают безнадежностью ваша личная жизнь сейчас. И это уже очень-очень хорошо.
Далее. Вот очень интересный IIM. Имя зрительницы. Очень интересный комментарий, без вопроса, но я вам зачитаю. Я реально была рабой любви. А когда прикрыла эту лавочку, на этом все и кончилось. Только 5 лет упущены, потрачены безвозвратно. Вы ответили на мой самый главный вопрос. Почему? Теперь я понимаю, что момент времени очень важен. Это все можно было завершить сроком за 1 месяц, а я растянула на года. Вот так вот. Ну, что ж, да, действительно, спасибо, что написали. Это в моей прошлой программе я рассказала о том, что любые жизненные проекты, любые жизненные надежды, стремление к мечтам, какие-то занятия, нужно ограничивать временем для того, чтобы, ну вот, его не терять в конечном итоге. Действительно, если вы ставите цель себе, то она должна быть с датой. Если вы к определенной дате, к этой цели не доходите, у вас отрицательные результаты, значит, вы разворачиваетесь, идете в другом направлении, переориентируетесь. И это работает и в личной жизни. Да? Если вы хотите вырастить свою ценность в глазах какого-то человека, вы можете стараться с полной самоотдачей, но у вас должен быть срок. Старайтесь месяц или старайтесь, там, не знаю, 3 месяца, полгода, ну, может быть, год, даже в особенно сложных случаях. Вот. А потом все. Пришла дата, пришел срок, вышел срок, нужно бросать. Очень хорошо, что IIM нам об этом напомнила. Инна Салтыкова пишет, как можно получить значение своей натальной карты и сколько это стоит. Благодарю. Условия о том, как можно заказать гадание или натальную карту, есть здесь же на канале в разделе «О канале». Соответственно, вы можете ее заказать мне, анализ вашей натальной карты в любом виде. Я вам могу в скайпе ее лично непосредственно рассказать, ее содержание, или записать вот такое же видео. А вообще натальную карту свою желательно бы знать, потому что я встречаю людей, которые очень сильно прямо заблудились в жизни, очень далеко ушли от своего гороскопа. Почему так бывает? Естественно, это воспитание, давление обстоятельств. Ну, вы знаете свою натальную карту, это знаете про себя, ну, какие-то векторы развития основные, да, кому куда ходить, кому работать, кому за деньгами охотиться, кому рассчитывать на счастье в любви, кому в одиночку действовать, кому в партнерстве и так далее. Натальная карта, какой-то текущий соляр, который открывается у вас каждый раз, когда день рождения случается. Все это очень познавательно, это очень полезно. Далее. Это отсылка к нашей прошлой программе, в которой я рассказывала, как вернуть любовь или что делать, если человек вам нравится, а вы ему значительно меньше. Наталья дополняет нашу тему. Спасибо за рекомендации. А как быть с интернет-знакомствами? Как вести себя в переписке с интересующим человеком, чтобы она не обрывалась после нескольких писем? Спросите, пожалуйста, у карт, смогу ли я до конца этого года познакомиться с мужчиной на сайте знакомств для серьезных и продолжительных отношений и брака. С интернет-знакомствами надо понимать, что на соответствующих сайтах много людей, просто ищущих развлечений. Никакие отношения, естественно, никакие продолжительные даже переписки им не нужны. Это мужчины, которые ищут на этих сайтах иллюзию выбора. Вот он сидит в жизни, такой вот никому не нужный оладушек, заморыш, да? А на сайте знакомств перед ним сотни анкет женщин, ну, как будто бы желающие его, жаждущие его тельца бренного, тщедушного. Вот. Вот таких вот героев много. И, конечно, с таким героем это не зависит от ваших усилий. То есть, что бы вы ни делали, как бы вы там на пупене вертелись, такая переписка быстро прервется, естественно. Потому что он свои потребности удовлетворил. Ему надо вот получить несколько писем, зафиксировать вот интерес какой-то очередной жертвы в отношении него. И все. А дальше он пошел за новыми победами. Тут вы ни при чем. Ну и, в общем, тратиться на таких мужчин, естественно, не нужно. А если действительно кто-то с серьезными намерениями попадается, то
Смотрите, опять же, мою прежнюю программу. Я сказала, если вы хотите поддерживать и развивать интерес мужчины к себе, делайте все, что он хочет, доставляйте ему удовольствие. В переписке, естественно, можно тоже доставлять удовольствие. Да? В переписке люди умудряются и очень сильно ссорятся, и друг друга по-настоящему серьезно оскорблять. Вот это все не надо. По общему правилу, ну, во-первых, вы должны догадаться, что ему нужно, что ему нравится. Кому-то нравится веселая переписка, веселые девушки. Кому-то, наоборот, кого-то влечет такая драма. А вот вы должны приносить ему, ну, чтобы он получал удовольствие от переписки, понимаете? То есть не как правило, да, общее правило такое, не нужно его критиковать, предъявлять претензии. Вот. Хотя и такие герои находятся, которые любят унижение, знаете, чтобы вы были госпожой, и, может быть, его заинтересует. Все от личности зависит, то есть нужны настройки, то есть вы должны все-таки в эту личность его, пусть даже через интернет, да, через экран монитора, ну как-то вникнуть, постараться. Здесь внимательность нужна, какая-то минимальная. А в общем рекомендации те же самые. Вот, знаете, не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Это манипулятивные практики, но куда без них, они вечно такие вот работают. Так, и для Натальи, естественно, карты. Опять же, до конца года. Почему-то все хотят все успеть до конца года. Мне кажется, отличная тема для общего гадания. Да, давайте сделаем большое гадание, какие-то большие расклады с вариантами до конца года, приход чего-то. Да? Может быть, я тоже чего-то хочу до конца года, но просто еще об этом не знаю. Вот. Знакомство для Натальи. И тоже присоединяйтесь, если вы на сайте знакомств ищете свою любовь. Для вас тоже будет эта история. 3 карты. Раз. 2. 3. На самом деле, да, аж 2 портрета выпадает, да, и это все-таки разные люди, 2 посередине, да, 2 знакомства вас ждут до конца этого года. Один человек будет помоложе, прям молодой такой вот человек, очень яркий, возможно, тот самый стрелец, про которых мы сегодня много говорим. Возможно, огненный, очень привлекательный, очень яркий и сильно-сильно вас заинтересует. Другой будет поскучнее, постарше, но зато и более подходящий вот для этих самых продолжительных отношений, будь они неладны, и для брака. То есть здесь есть король Пентаклей, то есть до конца года вам где-то там в интернете попадется человек, ну, подходящий на роль мужа. Что значит подходящий на роль мужа? Свободный, серьезный, ищущий вот тех самых продолжительных отношений. Поэтому, да, серьезное знакомство вас ждет. И, кстати, возможно, вот именно из-за того, что их 2, и это создаст определенную трудности выбора для вас, это будет определенная дилемма, с кем переписываться, с кем поддерживать, с кем продолжать, но тоже, знаете, не выбирайте, переписывайтесь с обоими, слава богу, вы тут ничем абсолютно не рискуете, а дальше как пойдет. Но шансы очень-очень хорошие. Для брака, по крайней мере, 1 человек вам предлагается. Вот так вот. Тоже интересный очень комментарий, который дополняет тему моей прошлой программы. Ольга Шароватова пишет. В молодости возвращала любимого, интуитивно делала почти как вы советуете. В ноябре серебряная свадьба. Представляете, да? 25 лет. Но иногда я думаю, чего уж я так убивалась-то? Стоила ли овчинка выделки? Вот это прям прекрасно, да? Ну, что сказать? Ну, наверное, стоило, понимаете? Потому что несчастливые браки бессмысленны, ведь 25 лет не длятся. Так, по ощущениям, ну, как бы стоило. Далее. Юлия М. пишет, очень люблю вас слушать. Скажите, пожалуйста, мои отношения с мужчиной, с которым я встречаюсь 3 года, перейдут ли на другой уровень, официальный брак?
Я стрелец, он рыбы. Спасибо вам за возможность задать вопрос. Спасибо вам, Юлия, и вообще всем, кто пишет. Для меня большая честь и большое удовольствие читать ваши комментарии, вопросы, отвечать, принимать вас у себя в гостях в моем чудном доме. Стрелец и рыбы. Одна из очень даже неплохих пар. Вот рыба — это, пожалуй, наверное, единственный знак, который со стрельцом, ну, как-то по определению негласно легко уживается. При всей непохожести, при, можно сказать, довольно-таки противоположных жизненных ориентирах и ценностях у рыб со стрельцами получается. Поэтому астрологически, в принципе, эта пара очень даже такая многообещающая. 3 года встречаетесь, да, перейдете на другой. Кто это сказал? Сергей Шнуров, что ли, по-моему. Мой любимый некогда. Теперь уже не знаю. Сказал, если мужчина не... Ну, я без мата. Ну, если мужчина, в общем, не сошел с ума от вас в первый год общения и не женился, то дальше не теряйте с ним время. 3 года, правда, многовато. Ну, правда, многовато. Через 3 года официальный брак, конечно, бывает. Посмотрим. Тоже раз, 2, 3. Кстати, тот же самый король Пентаклей вам выпадает. Король Пентаклей — это карта мужа в колоде Таро. То есть, в принципе, у вас к браку это все идет. И мужчина боится брака. Он, в принципе, созрел, он думает о браке с вами, он, наверное, ведет себя даже с вами уже как муж. Ну, уж там, не знаю, требует верности или, может быть, тратит деньги на вас. Он готов к этой роли. То есть история, в общем, скорее всего, закончится у вас браком. Ужасно этого боится. Может быть, у него какой-то негативный опыт есть, связанный с браком, да? Страхи напрасные. Помогите ему, наверное, вот, чтобы он избавился от этих страхов. Но он хочет жениться, он хочет брака. Знаете, вот тот случай, когда и хочется, и колется. С одной стороны, у него есть страсть к вам, и действительно энтузиазм, его как-то это заводит на вас жениться. То есть ему это интересно. А с другой стороны, страшно. Вот надо, ваша задача немножко, ну, как-то ему помочь, то есть убедить, страхи нивелировать, а интерес его подогреть. Но, да, вполне себе. Официальный, да, вы спрашиваете, официальный брак. Не знаю, здесь нет карт про документы. Может быть, здесь скорее идет речь пока про такой фактический брак. Ну, там разберетесь. Хорошая история, очень правильно идет, в общем. Не о чем беспокоиться особо. Ну, наверное, можно его слегка поторопить, чтобы так уж сильно он не мялся. Яна Лобода. Вот опять мы к стрельцам. Вот, понимаете, обращайте внимание, из программы в программу именно мужчины-стрельцы являются у нас главными действующими лицами. Почему так? Ну вот потому что. Потому что они очень активны в плане личной жизни, у них много романов, и чисто математически они достаются все большему количеству женщин. Яна Лобода пишет: в одной из предыдущих программ вы сказали, что мужчины-стрельцы неверные натуры. Подтверждаю, клянусь на чем-то там, на картах. Кто-то на Библии, я на картах. Если их удалось затащить под венец, нужна определенная тактика. Поделитесь, пожалуйста. Муж-стрелец 8 декабря родился, я рак 16 июля. Вместе больше 10 лет, чувствую, что отношения утекают сквозь пальцы. Стрельцы неверные натуры. Почему? Как это происходит? Потому что это из-за их идеализации. Надо понимать, что любой стрелец на любую тему ищет в жизни лучшего. Их такими делают звезды. То есть ему все надо лучше. Вот он, когда стрелец покупает машину новенькую, вот он садится, он отчасти наслаждается, но самое главное, он уже мечтает о новой, о будущей машине, которая будет дороже, престижнее этой, понимаете? То же самое в отношениях с женщинами. Он женится на женщине,
которую добился. И, в общем-то, чуть-чуть этому рад. Но знаете, о чем он думает? Ну, вы поняли, да? Уже о какой-то следующей, еще более недоступной, лучшей и так далее. Это называется идеализм. Кстати, женщинам-стрельцам вот этот идеализм тоже часто не дает спокойную, эффективную личную жизнь строить, потому что и партнер все время нужен еще лучше, даже если рядом есть очень-очень хороший. Вот так. Отсюда неверность, естественно. Это поиски, да, такие поиски, вечный поход за звездами. Вот. И если удалось затащить под венец, нужна определенная тактика. А тактика в том состоит, что стрельцы любят все вот такое недосягаемое, недоступное. Помните, Высоцкий пел: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Подставьте вместо гор женщины, да, пошловато получается, но это истинная правда про стрельца. Для стрельца всегда лучшая женщина – это новая, это чужая, это недоступная, та, до которой он еще не дотянулся. Соответственно, чтобы удерживать внимание стрельца, мужа стрельца рядом, нужно просто вот эту свою звездность постоянно поддерживать, ее подпитывать, да? Это для кого-то тяжелая, непереносимая работа. Ну вот вы пишете, что вы рак. Вам, скорее всего, это очень скучно и очень не нравится, поэтому тяжело. Со стрельцами хорошо, по моим наблюдениям, справляются женщины такие же огненные, потому что у них у самих, вот знаете, есть встроенный такой двигатель, встроенная потребность блистать, все время обгонять саму себя. Такой ореол звездности есть налет. У скорпионов хорошо, у женщин-скорпионов очень хорошо получается вот стрельцов как бы придерживать в узде. Вот и все. То есть насколько вы можете, звездность свою развивайте для него. Вот за что он на вас когда-то женился? В чем вы были для него звездой? Это может быть внешность, может быть ваш доход, может быть ваша блестящая карьера. Вот в этом и развивайтесь, на это и налегайте, и в этом и напирайте, и так далее. То есть как только он почувствует, что вы, опять же, отдаляетесь, опережаете его, опять вы где-то в небе блистаете, а не на кухне гремите кастрюлями, он снова будет за вами бегать, будет снова вас ценить. Вот так. То есть недоступность, недосягаемость нужно транслировать свою, пусть даже мужу с 10-летним стажем. А вообще в целом для Яны тоже и для всех, кто в такой паре находится, стрелец, рак, я хочу зачитать вот определение отношений в такой паре какие. Кармические, продолжающиеся давно, или похожие на те, что уже были. Повторение ситуации на новом уровне. Присутствует надличностная предопределенность, подсознательный выбор или родительский сценарий. Поэтому вполне возможно, Яна, что ни вы, ни ваш муж, в общем-то, к этим отношениям ручку особо не приложили. Карма, судьба, какой-то промысел высший. Высший промысел во всем этом есть. Дальше. Мария. Вопрос задает оригинальный. Я давно уехала из России, живу в Ирландии 12 лет, дочка учится в школе, есть муж, отношения сложные. На работе не работаю сейчас, так как последние 2 года училась. И не знаю, искать работу там или вернуться в Россию. Не могли бы вы задать картам вопрос, стоит ли мне остаться в Ирландии или вернуться в Россию? Ну, Мария, во-первых, вернуться не получится. Вы можете только переехать сейчас из Ирландии в Россию. Здесь уже, понимаете, игра слов. То есть давайте четко понимать, что обозначает каждое слово. Вернуться в Россию вы не можете уже. Слишком много времени прошло. 12 лет. Вернуться, ну вот, например, в страну, которую вы покинули, можно, ну, допустим, в течение года. Я думаю, можно вернуться. Поехали, не понравилось, и вы быстренько раз, это еще называется вернулись. Но прошло 12 лет, страна другая, город другой, вокруг другие люди, вы совершенно другая. Представляете, вы на клеточном, молекулярном уровне полностью переродились. И Россия для вас после такого долгого отсутствия совершенно новая страна. То есть для вас сейчас одинаково, ну, вы можете рассматривать варианты переехать в Россию, например, переехать в Австралию, переехать там хоть в Новую Зеландию, да,
или куда? На берег Слоновой Кости. Но для вас, или в Россию, для вас это одинаково сложные, одинаково такие многозадачные вещи. Понимаете, я только про это хочу сказать. Не нужно думать, что вы вернетесь. Переехать в Россию можете. Но карты расскажут, что вас ждет в России, если вы все-таки примете такое решение. Раз, два, три. Угу. Карты крупные вам выпадают. И все как-то люди больше, и все как-то люди больше. А вы знаете, затея неплохая вам переехать в Россию. Колесо фортуны здесь есть, то есть знак везения. Судьба, звезды, Вселенная вас поддержит в этом. И, скорее всего, вы знаете, колесо фортуны – это все-таки колесо. И она предсказывает дорогу. То есть сегодня или позже, так или иначе, вы, извините, по крайней мере, попробуйте переехать в Россию. То есть вам уже судьба лежит туда. И этот переезд или эта попытка переезда, потому что финала мы здесь, естественно, в три карты не увидим, да, это будет связано именно с людьми. Скорее всего, в дорогу сорветесь очень неблагополучно, под влиянием срочных и негативных эмоций. Знаете, вы, королева мечей здесь, это вы. То есть женщина в гневе разозлилась и переехала в Россию. То есть вы должны очень сильно, не то чтобы пострадать, но вот именно разозлиться для того, чтобы хватило импульса на эту дорогу. А кроме того, здесь присутствует еще какой-то молодой человек, то есть интересы. Какой-то молодой человек. Кстати, это жезл, то есть человек может быть не близкий вам и не такой уж важный, проходящий. То есть вы сорветесь в эту дорогу внезапно даже для себя и с подачи другого человека. С подачи. Просто вам кто-то подкинет эту идею. Это может быть, например, кто-то предложит работу какую-то выгодную или выгодный бизнес, любое другое интересное занятие. И вы вот как будто бы за этим человеком, за этой его идеей пойдете. Поэтому, да, в общем, очень даже состоятельный план. Но я здесь каждому достаю только 3 карты, поэтому я вам не гадаю на остаться в Ирландии. Может, там были бы карты и спокойнее, и лучше. Но дорога в Россию как-то лежит, буквально лежит, да, для вас. Вот еще интересный, опять сериальный сюжет. Друзья, я, вы знаете, да, давно и тщетно пытаюсь книжку написать. У меня даже есть, естественно, тема, план литературный, у меня есть название для этой книжки. Я примерно представляю обложку, иллюстрации, и вы сюжеты прямо вот на ходу лепите мне. Поделюсь гонораром. Вот Надин пишет, интересно. Спасибо за такую прекрасную рубрику, не пропускаю ни одну. У меня есть вопрос к вашим картам. Говорят, давайте как сказку прям читать. Говорят, в одну и ту же реку не войти дважды. Но так случилось, судьба свела с прежним другом, чужим принцем. Чужой принц, поясняю, это чужой муж, женатый любовник. Расстались мы с ним друзьями. 2 месяца встречалась с другим. Отношения как быстро начались, так быстро и закончились. А теперь, увы, жизни кинопленка, назад не отмотаешь. Я только сейчас разглядела, только сейчас поняла, как люб и дорог мне мой принц, как он мне нужен. А он, чувствую, утратил ко мне прежнее уважение и отношения. Надеюсь, что ошибаюсь, и это не так. Теперь еще и жена подозревает, догадывается. Не могу ни спать, ни есть, только плакать. Посмотрите, пожалуйста, по картам. Есть ли надежда, что будем еще вместе? Надин, от меня комментарии следующие. Вот это вот, утратил ко мне прежнее уважение и отношения. Вы знаете, люди не утрачивают уважение к кому-либо. Вот так, в таких ситуациях. Скорее, ваш герой за время, которое прошло, за вашу разлуку, да, утратил уважение к себе.
и какое-то правильное, хорошее отношение к себе тоже, к своей жизни. Скорее всего, в это время жизнь его не блестяще складывалась, и он не совсем доволен собой. Может быть, запутался, может быть, истощен, многого в жизни ему не хватает. Поэтому он такой. А не нужно, это не меньшая проблема, но не нужно видеть неуважение к себе и отношение какое-то другое к себе. Это он все на самом деле про себя вам транслирует, поэтому, в общем, не нужно обижаться. Несвоевременность, вечная драма, тоже слова из какой-то популярной песни. К вам поздно пришло понимание, что это тот самый нужный, необходимый вам человек. Ну, что скажут карты, посмотрим. Есть ли надежда, что вы будете еще вместе? А куда жена его денется, да? Непонятно. Раз, два, три. Есть ли надежда? Кто? Вот именно есть надежда. Посмотрите, у нас 3 раза слово «надежда» фигурирует. Во-первых, имя героини Надежда, я так понимаю, Надин, да? Во-вторых, в тексте есть ли надежда, и карта звезда выпадает. Надежда, да, именно надежда и есть. Безусловно, есть. Этот человек, вы не ошибаетесь, этот человек много принесет еще впереди, в будущем вам счастье. Между вами, скорее всего, настоящая любовь, достаточно правильная и взаимная. Ну, 7 пентаклей здесь есть, знаете, придется подождать или придется как-то поработать над этой историей. Ну, в основном 7 пентаклей обещает неплохие результаты, разные, ожидаемые, да, результаты, но через ожидание, просто через, может быть, там пройдете через периоды какие-то досадные, но тем не менее. Да, безусловно. Карты не показывают нам здесь пока итога, не говорят, что вы окажетесь именно в браке. Ну вот какая-то путеводная звезда, звездочка над вашей парой сияет, и не даст она заглохнуть вашим чувствам прежде, то есть раньше, чем что-то крупное не произойдет. Продолжайте, конечно. Рокси Лули пишет: хочу попасть к вам в рубрику «Вопросы и ответы», но не знаю, как это сделать, чтобы вы ответили на мой вопрос в раскладе. Ну, вы же уже попали в рубрику. Попытаюсь это сделать здесь. Ну, очень уместно. Это единственное место, где вы можете написать. Да. Пожалуйста, посмотрите, мне на картах, выйду ли я замуж. Вот такой банальный вопрос. Марина. Тоже все можете присоединиться, если вы хотите выйти замуж. Выйдет ли Марина замуж? И все, кто тоже об этом мечтает. 3 карты. Выйду ли я замуж? Вот так вот просто. Ну, простой вопрос. Я думаю, что карты должны, может быть, нам поменять колоду, я думаю, да? Какая-то более такая менее отсвечивающая. Просто эти карты, я вижу, что они слишком сияют, и их вам трудно рассмотреть. Вот такие замученные, затертые карты, на которых я каждый день в скайпе людям гадаю, прошу прощения за непрезентабельный вид, но они очень рабочие и очень такие честные, когда не надо особенно. Итак, Марина, выйдете ли вы замуж? Срок мы тоже не задаем, да? Куда торопиться? Надо нагуляться же еще, правда, да? Себя полюбить, попутешествовать с подружками. Раз. Да. Я же говорю, карты честные. 3. Ну, что сказать из хорошего. С этой затеей вас ждет, Марина, победа. Вот если вы считаете, что выйти замуж для вас это какая-то жизненная победа, ну да, обойти конкуренток каких-то других, завоевать чье-то сердце, это действительно, в общем, трофейная история, да, это победа. Шансы очень хорошие, то есть, скорее всего, да, выйдете замуж, но этому событию предшествует самый запутанный, самый странный и самый, может быть, болезненный даже
событий в вашей жизни. То есть это замужество случится у вас, и вы будете им очень-очень гордиться. То есть, вероятно, какой-то достойный человек, молодой, красивый, богатый. Вот, будете гордиться, действительно, прям бить себя в грудь. Вот смотрите, какого я орла оторвала. Но вам придется пройти через испытание. Вы знаете, есть такое хорошее слово, почему-то мы редко его используем. Испытание. Вот. Дорога к этому браку сложная. Она через тайны, она очень зыбкая, знаете, такая. То есть это могут быть отношения запутанные, когда вы в потьмах, как в каком-то тумане продвигаетесь в условиях плохой видимости. Это могут быть отношения, которые болезненные и резко прерываются, причем прерываются несколько раз, и вы страдаете от этого. То есть такой полноценный драматический сценарий, а в итоге и победа. Ну, собственно, знаете, мы все люди так устроены, мы умеем ценить только то, что нам трудно далось, только то, что мы выстрадали, вот отстрадали. И вы этот брак вот именно вот так отстрадаете. Вот. Через какие-то кризисы придется пройти. Но в целом ответ да, вы поняли, да, что это как-то в бою. Вы не написали здесь данное рождения, может быть, это просто как бы часть вашего гороскопа, вы по-другому не умеете ничего хорошего в жизни приобретать, только с боем все дается. Есть такие люди. Вопросов много еще я выписала, но постараюсь довольно коротко отвечать. Вот, Джульет Охова. Прошу прощения, если я неправильно прочитала. Хотела спросить, можно ли изменить то, что предсказали на картах Таро, или все уже предопределено? Если вам правильное, верное предсказание сделано, карты описали вашу судьбу. А судьбу можно изменить в какой-то части, можно от нее откупиться, да? Я уже говорила, судьба как медведь, вот бежит за вами, да? И вы, чтобы она не догнала, ну если вы не хотите, чтобы вас что-то догнало там из событий, вы должны от судьбы откупаться и как таежный охотник бросать ей. Сначала варежки кинули, да? Он отвлекся, этот медведь судьба. Потом шапку кинули, потом шубу сняли. А сами убегаете в это время, естественно, не стоите на месте. Вот. От судьбы можно откупиться. То есть то, что предсказали карты, это предопределено, да, но другое дело, что вы можете вот уйти от судьбы. Может быть, не во всех случаях, но теоретически это возможно. Я вижу, как некоторые мои самые упрямые подруги или заказчицы, клиентки, знакомые уходят от судьбы. Но очень дорого платят. Естественно, деньги – это самая маленькая жертва. Это идеально, если есть деньги, откупиться от судьбы. Как правило, их нет просто в таком объеме. Да? Вот. Судьба любит часто откупом забирать здоровье, друзья. То есть, если не пожалеете здоровья, там, психического или физического, тоже можно откупиться. Поэтому, да, вот так вот. Просто цена вопроса. Судьба такая, как бы, персона достаточно продажная. Достаточно продажная, да. Вот. И не постоите за ценой. Избежите, убежите, сделайте. Просто потом уж не считайте убытки. Убытков может быть очень-очень много. Ну, естественно, какие-то ресурсы, да, деньги, покой, здоровье, какие-то люди вокруг, там, друзья, не знаю, что-то еще. Далее. Тоже оригинальный вопрос. Галина пишет. Хочу вас спросить про моего мужчину. 2 года назад с приходом ковида закрылась его фирма, которая занималась поставками зерна. А теперь как раз с зерном в мире проблемы. Он живет за границей. Найдет ли он до конца года источник доходов, будь то работа или свой бизнес? Галина, вопрос, в общем-то, нормальный. Я действительно спрошу карты, но это плохая привычка, это плохая, ну что ли, дорога, плохой выбор для вас. Переживать о бизнесе вашего мужчины. По разным причинам. Во-первых, потому что вы на этот бизнес никак не влияете. А задавать картам вопросы, и себе вопросы, и судьбе, все-таки нужно про то, где вот у вас есть какой-то выбор.
да, то есть карта подсказывает, что вам выбрать. Ну вот, переехать или не переехать, там, влюбиться или не влюбиться. А здесь вы абсолютно третья сторона с этим бизнесом и с мировым кризисом зерна, вот, и так далее. Конечно, вам хочется, чтобы у мужчины был источник доходов. Но опять же, он живет за границей, значит, вы не живете. Вы живете с ним отдельно. И вы про его доходы можете просто ничего не знать. Понимаете, да? То есть первое, что напрашивается, что доходы у него есть, что у него никакая фирма не закрывалась. Он просто в какой-то момент решил эти доходы от вас очень активно скрывать. Я не настаиваю на этой версии, но это очень-очень вероятно, понимаете, да? То есть чаще всего так и бывает. Вот. Вообще, когда мужчина оглашает вот так активно, да, особенно если это не муж, это только жених, когда он так откровенно рассказывает, что у него закрылась фирма, закончились деньги, ему не на что жить, там, он страдает, да? Мужчина по доброй воле, без какого-то злого умысла, никогда этого не расскажет, особенно любимой женщине, потому что у мужчин есть встроенная потребность выглядеть героями, самостоятельными, состоятельными, без проблем такими. А если он вам это рассказывает, то скрывает от вас деньги или хочет этих самых денег от вас, поэтому больше обратите внимание, вы бы в этой ситуации, вы бы логичнее, если бы задали картам другой вопрос. А есть ли у него доходы? Будет ли он ими со мной делиться, например? Ну, что-то такое. А вы как бы переживаете за то, к чему не имеете отношения. И о чем, скорее всего, очень мало знаете. Ну, что скажет карта? Найдет ли ваш мужчина источник доходов до конца года? Опять до конца года. Почему эта дата всегда у нас фигурирует? И карты говорят, да, в общем-то, ему даже не придется особо напрягаться. Скорее всего, даже нашел уже. Он на правильном пути, хорошо заработает, если сможет, ну, там, допустим, настаивать на своем перед другими людьми. Ну и карты не описывают трудности с деньгами для этого человека. По крайней мере, не теперь. Может быть, прежде и был какой-то кризис. Но сейчас и в ближайшем будущем у него с деньгами все хорошо. Далее, Алтын Каракыс. Ой, прекрасное письмо, такое трогательное. Я прям, Алтын, вас живенько очень себе представила. Я мать-одиночка и недавно устроилась на новую работу после 3-летнего декрета. Сына устроила в сад, сама за работу взялась. Прошу вас посмотреть по картам подводные камни у моей данной работы, и смогу ли я вообще, не задерживаясь на работе, успевать забирать ребенка из сада вовремя. Ну, заранее благодарю. Алтын, ну, во-первых, вот определение мать-одиночка, да, оно как-то устарело. Ну, это в советские времена говорили, ой, там мать-одиночка. Вы, хотя не знаю, может быть, это официальное, да, наверное, название мать-одиночка, это для получения пособия. Но вы себя такой не чувствуете. Не чувствуйте, не думайте об этом, что вы мать-одиночка, потому что в этом что-то есть. Одноночка, да, мать-одиночка, одноночка. Вы мама, у вас прекрасный ребенок, вы абсолютно состоявшаяся уже семья, семейка, это маленький ребенок, это большое счастье. У вас все хорошо, работа есть, садик есть, живи, радуйся. Поэтому вот эта вот мать-одиночка, не знаю, ну, прям можно исключить из лексикона. Итак, подводные, как совместить эти два вопроса? Ну, посмотрим, что сможете ли вы, что там вас ждет на этой работе. Вы боитесь переработок, я так поняла, да, что будут задерживать, и вы не сможете ребенка из сада вовремя забирать. На ваше счастье здесь есть 9 мечей, карта страх, истерика. Счастье в том, что эта карта описывает напрасные страхи, не состоявшись. То есть вы сейчас боитесь, потому что работа новая, скорее всего, 90% этих страхов окажутся пустыми, и вы очень быстро о них забудете. Работа эта ваша принесет вам авторитет, успех и деньги. Единственное, что она может оказаться трудной. Переработки возможны, но это не тупиковая проблема. Нет такого, чтобы вы прям в какой-то день уперлись в стену, либо увольняться, либо заниматься ребенком. Нет, работа хлопотная, потребует от вас конкурентоспособности, потребует приложения максимального сил каких-то, вот, но оно того стоит. Скорее всего, работа перспективная, поэтому вы все отлично
Совсем отлично справитесь, все отлично уложится у вас по времени, во времени. По крайней мере, в картах вот ребенка, который страдает от невнимания матери, здесь нет. А карты могли бы такое описать, могли бы, поверьте, поэтому нет. Все хорошо, но придется быть очень активной. Даже, знаете, как-то расталкивать там конкурентов локтями, кого-то с кем-то спорить и доказывать, что вы лучше. Но вы справитесь, вы же написали, что вы лев, да, 6 августа вы родились. Еще, я так понимаю, асцендент Стрельцы у вас, вас не остановить. Далее Анна Б. спрашивает, я ужасно долгую программу для вас в этот раз записываю, неприлично долгую, потому что после долгого перерыва накопились вопросы. Если у кого хватило терпения досмотреть до этого момента, помните, да, кто со мной, тот герой. Меня зовут Анна, родилась 24 октября. Прошу вас мне погадать, как будут развиваться мои отношения с Артаком. А Артак родился... Так, Анна родилась 24 октября, а Артак родился 17 августа. Опять же, до конца года. Как будут развиваться отношения с Артаком у Анны до конца года? 3 карты. 1, 2. Меня по датам рождения что-то смущает у вас в вашей паре, я вам сразу скажу. Знаете, первое слово, причем 2 карты его прям называют, это слово «не свобода жертвы». Поэтому смотрите, как будут складываться отношения. Не свободно и жертвенно. Боюсь, что эта история может быть для вас даже очень обременительной. Видите, здесь есть и карта повешенной. То есть вы как будто оказываетесь связаны по рукам и ногам этими отношениями. Чем именно это могут быть? И материальные обязательства, и моральные, что угодно. И карта из младших арканов, но с таким же точно значением, 8 мечей. Это тоже не свобода. То есть тут скорее, не знаю, с этими отношениями надо как-то разбираться. По крайней мере, если этот мужчина вам ценен и дорог, то почему столько жертв? Почему столько жертв? И до конца года они, соответственно, будут еще более жертвенными. Это нельзя назвать развитием. Вот вы пишете, как будут развиваться. Нет развития. 4 пентаклей. То есть, скорее, это не свобода, а сильная привязанность, эмоциональные страдания и застой. 4 пентаклей. Это очень-очень инертная карта, такая стабильная. То есть не будут развиваться. То есть вот они будут такими, какие они есть у вас сейчас, но только станут вас почему-то сильно обременять, сильнее, чем теперь. Далее, Хана Намити спрашивает, небольшой комментарий, да? Опять же, про Леночку из нашего домашнего задания. Леночка была влюблена в Стасика и была психологически зависима, а он, зная это, использовал ее как инструмент обогащения. Тоже не поспоришь, да, так и было. Продолжение истории. Хана придумала, вот опять же сериал, Леночка провела аудиторскую проверку, узнала о махинациях Стасика, за счет которых он выводил деньги со счетов. Наняла адвоката и наказала его с помощью правосудия. Вариант, кстати. Почему бы и нет? Леночка вот на такой ход вполне способна. У нее такой, в общем, знаете, железный достаточно характер. А мог ли Стасик делать махинации? Да, теоретически тоже мог, поэтому, все возможно. И Хана Намити пишет, а лично для меня спросите у карт, перееду ли я в другой город или останусь жить в своем маленьком городке. Очень хочется это сделать, но есть препятствия. Есть препятствия. И тут вот что я хочу вам сказать, Ханна. Препятствия всегда будут для любого переезда, вообще для любого крупного жизненного шага, поменять работу, квартиру, место жительства. Препятствий у нас у всех вот до полна.
Всегда. Но есть отличное выражение: желание ищет возможности, а не желание причину. Вот. Поэтому у вас есть нежелание переехать, поэтому вы находите естественную причину. Разберетесь с причиной, разберетесь с вашим нежеланием, и вот эти вот препятствия, ну, с ними их тоже куда-то денете, и тогда переедете. А вообще я всегда, наверное, рекомендую, если есть идеи, если есть желание, хоть маленькие ресурсы, да, для переезда из маленького города в большой, например, то надо ехать, правда. Но это так работает. Всегда больше возможностей, всегда больше счастья, всегда больше успеха, потому что больше людей. А мы же можем состояться только посредством других людей, да, мы реализуемся только в социуме, поэтому чем больше город, чем больше контактов, тем полноценнее ваша жизнь. Вот. То есть ключевое слово в вашем письме, милая Ханна, это вот те самые препятствия. Выпишите их себе на бумажечку и плюс-минус, как можно их решить, и тогда образуется для вас дорога. Ну, хоть кто-то не написал до конца этого года, да? Раз, два. Переедете. Переедете. Однажды вот это желание ваше переехать пересилит все возможные препятствия и причины. Но, опять же, внешние обстоятельства драматические вытолкнут вас, просто заставят. Знаете, как нужен трамплин, чтобы вы на это решились. Вот. И этот трамплин обязательно случится, потому что вы в вашем родном маленьком городке, уже ненужном, что-то очень крупно потеряете. Скорее всего, это связано с деньгами. То есть потеряете, например, источник дохода. Все, кончилась работа, новой нету категорически. И тут уже все понятно, что надо ехать. Дорога есть эта дорога. Ну вот, сильные потрясения. Поедете не сами. В общем, карты говорят, поедете в большой город просто не сами. Вас очень сильно заставит жизнь. Знаете, есть тоже, опять же, хорошее выражение: ведет покорных рок, а непокорных тащит. Вот вас рок потащит туда просто. Не оставит судьба выбора. Кстати, для инертных каких-то знаков, да, для раков, например, для скорпионов, для козерогов, в жизни перемены только так и случаются. Эти люди сами ни на что не решаются, никогда не сорвутся что-то поменять в жизни, пока их не вытолкнет судьба, знаете, из этой рачьей норки с обратного конца шваброй. Тогда рак куда-то может переехать, а до этого нет. Поэтому вот так вот судьба вытолкнет вас. Готовьтесь на всякий случай. Ну вот так. Сами не хотели по-хорошему. Судьба вам скажет, по-хорошему не хотели переехать, когда все было благополучно, и когда были и деньги, и возможности. Вот переезжайте, когда ни первого, ни второго нет, а просто некуда деваться. Вот так. Ну, это неплохо. На самом деле, потом все сложится, я вас уверяю, я думаю, что для человека с интеллектом нет ничего невозможного переехать из города в город. Тут люди из страны в страну, не будем показывать пальцем, переезжают, и то ничего. Живые ходят, даже дома большие арендуют. Юлианна. Тоже очень интересно. Это, но тут уже это не сценарий для сериала, это скорее письмо для психоанализа. Юлианна пишет. Есть у меня на работе мужчина, не могу понять, как он ко мне относится. Он то резок, то очень мягко со мной разговаривает, то проходит мимо не здороваясь, что за хамло, то стараются поймать мой взгляд, и боковым зрением вижу, как наблюдает за мной. Что это? Хотелось бы спросить у ваших карт, какие чувства он ко мне испытывает. Может, я его вообще раздражаю? Знаете, бывает, что хочется наблюдать за людьми, которые раздражают. Вот я это знаю, да, я наблюдаю за людьми, которые раздражают. Я рак по солнцу, он скорпион по солнцу. Ну, в целом, пара рак-скорпион-то очень даже неплохая, да? Юлианна, ну а я обращаю ваше внимание, а зачем вам этот мужчина нужен? Давайте начнем так. Зачем вы анализируете его чувства? Ну, он, получается, вызывает ваш интерес, да?
Ну, наверное, не надо все-таки с таким связываться. Он нестабильный, у него нестабильная психика, нестабильное поведение. Он может вообще психопат или нарцисс какой-то. Что значит резко, то мягко, то мимо проходит, то ловит взгляд. А зачем он нужен такой, понимаете? Это человек, который радости, счастья, тем более покоя вам не принесет. Ну, это вот от меня такие рекомендации. Скорпион по Солнцу. Ну тогда понятно. А скорпионы, знаете, вот тоже такие люди, особенно мужчины, которые, если не нашли ту самую реализацию в высоком смысле слова, то есть не состоялись по большому счету в мужском мире, в профессии, в социуме, в деньгах, они невыносимы. Они вот именно такие. С какими-то нервами, истериками, психами, замолкают, обижаются, страшно ревнуют, часто склонны к физическому насилию. Вот никому такого не пожелаю. Другое дело скорпион реализованный. Мужчина, который добился, чего хотел, да, в жизни. То есть он авторитетный, уважаемый, признанный, богатый такой. Вот это идеальный муж, это будет идеальный партнер. Вот это будет каменная стена, вот это будет такой, знаете, несун в семью. Но это два полюса. Скорпион состоявшийся и скорпион не состоявшийся. Вот ваш что-то на состоявшегося не похож. Может быть, он на какую-то работу нелюбимую или мелкую для себя ходит. А вопрос все-таки моим картам, да, как этот мужчина, имени моего не знаю, ну, мужчина-скорпион, как он относится к Юлиане. Раз, два, три. Не знаю. Жениться он хочет на вас, семью он хочет с вами, хочет прожить с вами долгую счастливую жизнь и умереть в один день. Буквально, я не преувеличиваю, такие карты выпали. А эта колода проверенная, но это ежедневные вот мои карты. А поэтому тут ошибки, вранья, ничего, вообще даже с моей стороны заблуждений никаких быть не может. Смотрите. То есть этот человек прям вас выбрал и настроен очень-очень серьезно, прям на серьезные долгие отношения. Думает про законный брак, какой-то официальный, и хочет семью, детей и общего дома с вами. Не повезло, так не повезло. Нет, ну, вот так. Вот так вот он к вам относится. Ну тогда ладно, мы его простим. Получается, что он просто смущается, когда он с вами не здоровается или резко разговаривает. Ну вот такой нервный, он такой вот закомплексованный, что вот он очень смущается. Хотя, знаете, мы же тоже, бывает у вас такое, что человек привлекает вот физически очень, да, и ты смущаешься, не знаешь, как себя с ним вести. Вот у меня такое было. Ну, конечно, очень давно, но было. Поэтому, Юлианна, готовьтесь к свадьбе со скорпионом, что я могу сказать. А далее Арколдас. Арколдас, я надеюсь, и правильно прочитала это слово. Спрашивает, суждено ли мне всю жизнь прожить в одиночестве? За всю жизнь я ни разу, извините, но это письмо, оно меня веселит. Я понимаю, что это немножко крик души, да, но я вас развеселю, Арколдас, тоже, поверьте. Смотрите. Суждено ли мне всю жизнь прожить в одиночестве? За всю жизнь я так ни разу ни с кем и не встречалась. Все, кто мне нравится, то женаты, то безразличны ко мне. Может, мне суждено быть одной? Либо, популярное выражение в этой связи, знаете, говорят, все, что мне нравится, либо безнравственно, либо запрещено законом, либо от этого толстеют. Так и вы. То есть либо занято, либо безразлично. Мы вас понимаем, многие этим страдают. А мне вот, например, все, что нравится, оно только в телевизоре. Вот так. Не нравятся люди мне живьем, когда я их наблюдаю. А вот в телевизоре нравится. Ну, что с этим сделаешь? Поэтому у каждого свои, конечно, законы в этом смысле. Суждено ли мне всю жизнь прожить в одиночестве? А возможно и суждено. Вот, кстати, опять отсылка у меня к натальной карте. Арколдас. Посмотрите вашу натальную карту. Бывает такое, гороскопы, и не так редко я их вижу. Гороскопы людей, которым действительно суждено от звезд прожить в одиночестве. Понимаете?
И это единственный правильный, рациональный путь для этого человека. Любые партнерства, браки, любые попытки строить отношения какие-то серьезные, просто обречены на провал. И это всегда будет напрасная трата силы времени. Бывают такие гороскопы, бывают люди, которые в мир идут с какой-то очень одиночной задачей. И никто рядом не приживется. Может, у вас такой гороскоп? Тогда все претензии, конечно, просто к звездам. Вот. Ну, на самом деле, если вы страдаете от одиночества, ну, это же все преодолимо, да. Все, кто мне нравится, то женаты, то безразличны ко мне. Тоже советы от Ольги Филимоновой. Если жена, то что вам нравится, отбить. Встречайтесь с женатыми, в конце концов. Это законом не запрещено. Если к вам безразличен человек, опять же, смотрите мою прошлую программу. Я же там рассказываю. Если человек вам нравится, а вы ему значительно меньше, что вам надо делать? Приносить ему удовольствие на определенный срок, становиться рабой любви, отдавать все свои ресурсы, однако помня, чтобы у вас они тоже возобновлялись. Поставили срок, посмотрели, что получилось. То есть это не безнадежная история. Другое дело, когда вообще никто не нравится. Видите, а вам-то кто-то... Вот бывает, когда вообще никто не нравится. Вообще нигде. Ни женатое, ни безразлично. Ну вот никто, ну бесит, и вот все. Вот это безнадежный случай. А у вас далеко не безнадежный. Ну подумаешь, женатый. Конечно, плохому учу, но... Это жизнь, тем не менее. А как же вопрос задать ваш картам, да? Ну вот как вы его задаете. Суждено ли вам всю жизнь прожить в одиночестве? Раз. Я просто слышу, что нет, понимаете? Я же по письму прекрасно представляю личность человека. Я могу отвечать без карт. Ну, конечно, ну, конечно, конечно. Вот, королева Пентаклей. Роль жены вам подготовлена. Десятка кубков. Счастливая семья. Даже мне не верите, вот карту рассмотрите. Ну, видите, семья нарисована. Муж, жена, дети бегают, веселятся. Нет, конечно. Брак, причем официальный такой, с правами и с правами требования. Да? Дети, дом, полная чаша. Большое счастье из-за этой семейной жизни. Правда, двойка мечей здесь есть. Но она скорее здесь выпадает, наверное, как совет очень своеобразный. Лепите все своими руками. Никого не слушайте и не давайте никому помешать. И главное, никому не давайте вам помочь в этом деле. То есть организовать вот эту свою личную жизнь, ну, как избавиться от одиночества или выйти замуж, это ваша персональная задача, с которой вы можете только сами справиться, и с которой вы должны справиться только сами. Я благодарю всех за внимание, друзья. Естественно, пишите вопросы и комментарии. Наши встречи продолжаются. Смотрите другие программы на моем канале, в частности, гадание по знакам на сентябрь, который такой непростой уже идет. Есть гадание, что случится в сентябре, которое как раз вот влияние ретро-меркурия текущего рассматривает. В общем, есть чем заняться. На досуге увидимся.